Эта история случилась на краю поселка с говорящим названием «Тихая заря». Там, у самой кромки соснового бора, в старом доме с покосившимся крыльцом, жила бывшая учительница Анна Сергеевна. Почти 40 лет она преподавала детям литературу, а теперь коротала дни в тишине, ухаживая за садом и перечитывая старые книги. Однажды к ней нагрянул племянник Игорь. Городской, гладко выбритый, в дорогом пальто и с холодным взглядом. Приехал он не чаю попить и не узнать, как здоровье. У него был свой расчет. Игорь увяз в долгах и решил, что проще всего продать участок тете под строительство мусорного полигона. Земля возле леса – лакомый кусок для тех, кто не задает лишних вопросов. «Тетя Аня», – говорил он с наигранной вежливостью, смахивая с полки ее старые учебники в коробку, – «подпишешь доверенность, и мы тебя устроим в пансионат. Будет все нормально. Ну, насколько позволят средства». Он распоряжался в ее доме как хозяин, запрещал выходить во двор, кричал, угрожал, даже начал снимать облицовку со стены, мол, все равно скоро под снос. Смотреть на это было тяжело. Здоровый мужчина давил на пожилую женщину, которая всю жизнь отдала детям. И вот в самый разгар ссоры во двор, будто из ниоткуда, вышла лиса. Рыжая, настороженная, местные называли ее Плутовкой. Она не была сказочным спасителем, ее привел голод. В зубах она тащила старый брезентовый рюкзак, найденный в заброшенной штольне за несколько километров от поселка. Когда-то в нем лежала банка армейской тушенки. Банка давно проржавела, но запах жира намертво въелся в ткань. Лиса рассчитывала на простую вещь. Люди увидят добычу, разрежут ткань, и ей перепадет хоть что-то съестное. Никакой романтики, чистый инстинкт. Игорь с раздражением замахнулся ногой, чтобы отогнать зверя. Анна Сергеевна вскрикнула и машинально подхватила рюкзак. Брезент под ее пальцами разошелся. Внутри, среди ржавых жестянок и мусора, оказался герметичный планшет, потертый, но целый. Она сразу узнала его. Это была вещь ее покойного мужа, Николая Петровича, геолога, пропавшего в экспедиции 30 лет назад. Планшет считался утраченным. Сосед, которого Анна Сергеевна успела позвать на помощь, помог вскрыть замки. Внутри лежали не только полевые дневники, но и аккуратно сложенные документы с печатями. Оказалось, Николай Петрович еще при жизни оформил участок и прилегающий лес как территорию традиционного природопользования с бессрочным правом владения. Более того, в бумагах значился особый статус – памятник природы из-за редких пластов реликтовой глины под этим самым домом. По закону здесь нельзя было строить даже сарай без специального разрешения. А уж о свалке и речи быть не могло. Игорь побледнел. Он попытался выхватить папку, но на шум уже подтянулись соседи, а вместе с ними участковый и представители экологической службы, которых кто-то предусмотрительно вызвал. Когда стало ясно, что земля с охранным статусом не только не подходит для полигона, но и любые махинации с имуществом пенсионерки могут закончиться уголовным делом, вся его уверенность испарилась. Ночью он уехал, бросив машину на обочине, и больше в поселке его не видели. Анна Сергеевна осталась в своем доме. Лес официально признали заповедным, а ее назначили общественным попечителем этой территории. Дом перестал быть мишенью для жадных рук и стал частью охраняемой земли. А Плутовка? Ей досталась целая миска свежего мяса в благодарность за находку. Она вернулась в лес, сытая и довольная. Она так и не узнала, что ее обычный голод стал поворотным моментом в судьбе человека. Иногда справедливость приходит не с громом и молнией, а на мягких лапах, просто потому, что кому-то очень захотелось поесть. Если история вам откликнулась, поддержите ее добрым словом и оставайтесь с нами. Впереди еще много авторских рассказов.